Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас в обзоре будет Кристальная Госпожа. Я считаю, что это тот самый герой, с которого началась эпоха неиграбельных героев, которых мы с вами открывали в приключении. То есть после нее большинство героев, которых нам разработчики выдавали в приключении, они были так или иначе по каким-то из критериев не подходящими для нас. То есть по большому счету они нам нужны были только для глобальных усилений и все. И вот как будто бы, на мой взгляд, все началось именно с нее, с Кристальной Госпожи. Я сейчас постараюсь вам рассказать ее особенности, ее интересные моменты, но сразу скажу, что она у нас среднячок, она ни в каких там режимах она не фигурирует, не принимает участие ни в кошмаре, ни в ПВП, да и даже на арене за нее трудно будет играть. Но несмотря на все это, есть у нее интересный момент, в котором, я думаю, было бы неплохо разобраться. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас есть небольшой показатель, который прибавляет защиту. Также скорость передвижения чуть-чуть повышена, и уклон у нас идет с вами на магический урон, что вполне себе логично, потому что, Кристальная Госпожа, там у нее 3 вот этих розовых луча вокруг нее крутятся, и в целом-то все достаточно легко и просто. Здесь снаряд, 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 потом все герои у нас получают 12,5% к урону трижды на 50, 70 и 120 уровнях. Глобальное усиление достаточно распространенное и очень и очень нужное. То есть по факту мы, открыв Кристальную Госпожу и прокачав ее до 3-го ранга, делаем ей 120 уровень, забираем вот этот урон 12,5% трижды и все. То есть по факту больше нам от нее интересного что-то с нее выжить мы здесь больше и не выжмем. По факту вот так и есть. Будем называть вещи своими именами, как говорится. Вот, и на 140 уровне у нас добавляется плюс 3 снаряда магических, но будете вы это ощущать или не будете вы это ощущать, я вам не скажу, потому что, скорее всего, вы это ощущать не будете, потому что урона у нее достаточно мало, интересного в ней тоже особо ничего нет, и кузница у нас также здесь отсутствует, то есть все идет к тому, что этот герой очередной донор глобальных усилений, который должен быть просто у нас с вами в коллекции, и все. Итак, что здесь есть интересного в скиллах? Но прежде чем перейдем в скиллы, приглашаю вас всех в группу, заходите, вступайте, очень много полезной информации, очень много разделов, есть чат, можно гильдию поискать, подобрать. Можно почитать интересный раздел «Мысли антигуманиста», можно борт-журнал его почитать, он там постоянно что-то выкладывает. Также есть у нас раздел с артами, здесь выкладываю картинки интересные. И что у нас есть? Есть тир-лист, есть настройка кузницы героев. Здесь немножко подредактировал, вот так вот все рассортировал по фракциям. Все должно получиться очень и очень удобно. Большая часть героев уже практически половина расписана. Ну и оставшаяся часть тоже в ближайшее время будет скоро расписана. Обязательно я это все сделаю, нужно только время. Так, и вот давайте посмотрим, что у нас здесь подземелье было с ней. Она у нас, вот, Кристальная Госпожа, 3 звезды, 11,5 биллионов она у нас выдала. Результат, честно говоря, неплохой. Неплохой, даже несмотря на то, что кузницы нет, она у меня толком не прокачана. И вот где-то вот по урону она выдает что-то вот на уровне, видите, тут и друид выдал 11,7, но у друида, конечно, немножко другая механика, он у нас на битве с боссом интересен. Но если вот так вот брать такой быстрый вот режим, быстренько в подземелье сбегать, то вот примерно на уровне вот этих вот ребят. Друид, тыквенный мрак,
бомбардир, чернокнижник. Ну, кстати, даже вот чернокнижника она переплюнула, что удивительно. Как будто бы опечатка. Ладно, давайте вернемся сюда и посмотрим, что у нас в скиллах. Так, здесь вот этот скилл, это вообще, это очень интересный момент. Каждые 3 секунды на поле обрушивается дождь из кристаллов, усиливающий снаряды на 10 секунд, увеличивает урон на 10% и дает 100% шанс на то, чтобы оглушить врагов. Здесь сразу же хочу внести ясность. Во-первых, никакого дождя нет. Если учитывать, что выпадает один кристалл, и это называется дождем, ну, мне кажется, здесь это все сильно преувеличено, потому что падает по факту всего лишь один кристалл. Это раз. То есть дождем мы с вами это не можем назвать. Следующий момент. У нас сказано, что каждые 3 секунды. Но по факту нет, не каждые 3 секунды. Есть некая такая оговорка. Вот хочется сказать, что вот этот дождь, но нет. Скажем, что кристалл. Кристалл у нас падает не каждые 3 секунды. Он у нас выпадает через 3 секунды после того, как закончится действие предыдущего подобранного кристалла. Вот так. То есть на практике все это выглядит так. Выпадает кристалл, мы к нему подбегаем, мы его поднимаем. У нас слева запускается наверху таймер. Там около 10 секунд. В течение вот этих 10 секунд у нас увеличивается урон на определенное количество процентов. И получается, что враги у нас должны оглушаться. После того, как действие этого кристалла заканчивается, через 3 секунды снова выпадает кристалл. И вот так вот по кругу все это дело у нас с вами и идет. Вот правда это или неправда, так это или не так, понимаете это вот как хотите, верьте этому или нет, но это наше наблюдение. Тут такие экспресс-тесты мы тут сделали, посмотрели, почитали, попытались разобраться с очень известным игроком. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Ну и на этом мы в целом-то и остановились. То есть дальше в это все углубляться не стали, потому что по факту герой у нас среднячок, от него нужны только глобалки, и вникать особо в это все смысла я не вижу. Здесь призматический страж создает мистическую сферу, которая выстреливает кристаллические стрелы в случайных противников каждые половину секунды практически в течение 10 секунд. Каждый выстрел наносит определенное количество урона. Сферу можно повторно создать через 5 секунд. Усиливается шквалом кристаллов. Ну, по факту написано, что можно создать. Мы тут как бы в создании никакого участия не принимаем. Она создается автоматически. Да, там какие-то песочные часы, что-то вот наподобие летает. И вот в разные стороны у нее снаряды летят. Выглядит это все немножко необычно, летит она медленно, и толку, мне кажется, от этого никакого абсолютно нет. Здесь шквал кристаллов. Все, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. При полном заполнении на поле направляются 3 кристальных луча, наносящих 480% урона при попадании. Ну и, соответственно, если мы с вами этот показатель усиливаем, то число растет, и, соответственно, урон в теории тоже должен вырасти. Но если такие отчаянные ребята, которые ее прокачали до 5 звезд, я думаю, что есть. Но если те ребята, которые прокачали ее скиллы до 5 уровня, я думаю, что таковых будут единицы, потому что герой не актуален абсолютно. Можно смело ее внести в тир-лист где-то там вот в категорию средний или даже в плохо. Мне кажется, что где-то вот находится она там. Если интересно, давайте посмотрим. Так, зайдем в тир-лист, откроем, и что мы с вами видим? Да, вот она. Она у нас с вами в средней находится, то есть не хорошая, не отличная, но и неплохая.
Ее вот ребята решили поставить именно в категорию средний, ну пусть так и будет. Также напомню, что группу легко можно найти, ссылка есть внизу в комментарии, есть в описании. Если не получается, то вот, пожалуйста, есть название, вбивайте в поиски и заходите. Ну и по классике, по традиции, давайте с вами пробежимся в подземелье, посмотрим, что она там может. У нас было 11,5 биллионов. И вот мне сейчас интересно, перебьет она сама себя или не перебьет. Так, выбираем. Перезарядку давайте возьмем. Для увеличения урона возьмем дротики. Можно эту штучку взять. Урон прибавим. И еще раз урон прибавим. Так, здесь настройки. Видимость, чтобы нам все видно было. И вот по идее мы сейчас вот подобрали этот кристалл. У нас тут 100% оглушение должно появиться, но почему-то я этого не наблюдаю. То есть я не вижу оглушения, я не вижу, чтобы кто-то оглушался. И как вот это все работает, почему это написано так, большой-большой вопрос. Ну вот как есть, так и говорю. Ну разве видно, что кто-то оглушился? Вот, ну не вижу я. Ну вот как это разглядеть? Я вот не понимаю, почему это написано так. Может быть, это кривое описание, может быть, это действительно как-то должно работать, но мы чего-то не знаем. Может быть, мы о чем-то не догадываемся. Давайте скорости прибавим, пусть это все немножко побыстрее здесь у нас происходит. Но вот, к сожалению, я не могу этого понять. Герой как будто бы... О, я даже не знаю, как объяснить. Вот как будто бы вот в тот момент, когда ее выпустили, как будто бы вот с командой разработчиков что-то произошло. Потому что помню, что до нее были отличные герои. Там выходил Страж Щита, там выходил Некромант, там выходил Гоплит, по-моему, выходил. То есть очень много полезных героев выходило. Они были по-своему хороши, они были уникальны, они были играбельны в том или ином режиме. И я помню, что ребята очень сильно радовались, когда хотели кого-то из них открыть, и когда их открывали, мы их изучали, там смотрели, где играть, где использовать и так далее. И вот как будто бы после, ну здесь уже повторюсь, как будто бы после того, как появилась Кристальная Госпожа, случился какой-то вот переломный момент, как будто бы что-то вот неведомое, какое-то вот непонятное произошло, и от этого, конечно же, не может быть весело. То есть это все немножко такое, ну, печальное, да, печальные такие факты. Возможно, я драматизирую, может быть такое, но я делюсь с вами просто своими какими-то впечатлениями, своими мыслями на этот счет. Ну и в целом играется все это достаточно неинтересно, достаточно как-то все туго, сыро, вяло. И вот как есть, так и есть. Скучно, однообразно как-то все. Да, глаза, конечно, видят вот это разнообразие, когда запускается ультимативная способность, то есть запускаются вот эти 3 луча, но каких-либо прям вот чисток на карте я не вижу. То есть нет такого, что этот луч, он прям все сносит капитально. Можно все списать на то, что не прокачаны скиллы в кузнице. Ой, не в кузнице, ну просто вот, ну не прокачаны скиллы. Ну а есть ли в этом смысл? Я думаю, что нет. Итак, давайте смотреть на урон. Да, здесь урона вышло немножко меньше, чем там было написано. Я не знаю, почему так. Ну, возможно, так и есть. Может быть, там не хватает статус эффекта на поджог. Скорее всего, из-за этого такая разница. Возможно, тот рассвет, ой, тот забег, который я делал, в нем участвовал рассвет.
И, соответственно, разница из-за этого такая вышла. Ну, а пока вот так. Итак, на этом у меня все. Заходите к нам в группу, ищите, всех жду, вход свободный. Вот такой вот обзорчик получился. Всем пока-пока, до новых встреч.